Рецепты уникальных настоев и чаев для мужчин, которые повышают тестостерон, усиливают потенцию и укрепляют эрекцию. Дорогие друзья, здравствуйте! В последнее время многие мужчины, когда звонят мне или пишут, чтобы проконсультироваться по тому или иному вопросу, часто спрашивают о том, что нужно пить для восстановления, укрепления и повышения эрекции. Поэтому в данном видео я вам расскажу про различные настои и чаи, которые повышают тестостерон, усиливают потенцию и укрепляют эрекцию. Покажу, как готовить некоторые из них и как их принимать. Так что смотрите это видео до конца, в нем много информации, которую знают не все мужчины. А если вы уже знали про настои и чаи из этих растений, пишите в комментариях об этом после просмотра видео, а также о других травах, которые я не упомянул в этом видео. И обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Начнем с самого простого и более-менее известного чая из имбиря. Для его приготовления возьмем термос, нарежем тонкими пластинами корень имбиря и поместим их в него, в соответствии с его объемом. На литр примерно отрежем 1 см корня. Добавим 2 дольки лимона, кто желает, может добавить немного черного или зеленого чая. После чего все заливаем кипятком и настаиваем около часа. После этого его можно употреблять. Как я рассказывал ранее, имбирь повышает уровень тестостерона, сохраняет максимально гибкими сосуды сердца и других важнейших органов. Он предохраняет от сексуальных расстройств, лечит половое бессилие, также является мощным природным афродизиаком. А лимон также положительно влияет на потенцию, повышает уровень тестостерона в крови, дает прилив энергии, повышает скорость сперматозоидов, увеличивая репродуктивную функцию организма. Для большего эффекта пить данный чай можно с медом, только остудив его так, чтобы температура была не более 40 градусов Цельсия, так как при более высокой температуре мед теряет свои свойства. А мед необходим для насыщенной интимной жизни, он улучшает поступление крови мужское достоинство, содержит фруктозу и глюкозу, что быстро восстанавливает силы, способствует выработке тестостерона. Отвлекусь и скажу, чем отличается чай от настоя. Настой – это когда растительный сбор заливают водой и настаивают некоторое время. Бывают холодные и горячие настои. Для холодной вытяжки подойдет мягкая трава, для горячей более жесткая, также стебли и корни растений. Чай настаивается на горячей воде. В отличие от настоя, чай имеет меньшую концентрацию и быстрое приготовление примерно 5-10 минут. Поэтому то, что мы сейчас приготовили, можно отнести к настоям. Также имбирь можно употреблять при обычном чаепитии. Для этого в чай при его заваривании добавляют по дольке имбиря и лимона. Также все можно пить с медом. Следующий чай готовим также из достаточно известного растения, которое носит соответствующее название иван-чай или кипрей. Многие летом, наверное, видели повсеместно это растение. В народной медицине применяется корень и наземная часть иван-чая в сушеном и ферментированном виде. Он содержит дубильные вещества, танины, полисахариды, фитостеролы, органические кислоты, аскорбиновую кислоту, флавоноиды, макро- и микроэлементы, такие как железо, марганец, фосфор, калий, кальций и другие. Польза иван-чая для мужчин заключается в общеукрепляющем антиоксидантном действии, витаминизирующем и мягком иммуностимулирующем действии. При длительном применении около 3 недель кипрей, благодаря содержанию фитостеролов, активизирует выработку андрогенов, в том числе необходимого мужчинам тестостерона. Кипрей применяется в комплексной терапии следующих заболеваний: уретрит, цистит, хронический простатит, аденома простаты. Он помогает при неустойчивой и слабой эрекции, связанной со страхом перед половым актом, неуверенностью в своих силах. Регулярное и длительное применение иван-чая помогает предотвратить преждевременное семяизвержение, потерю эрекции в течение полового акта. Кстати, если вы пока плохо управляете длительностью своих половых актов и хотите в ближайшее время решить этот вопрос, а также если вас не устраивает эректильная функция вашего организма, то ссылки на бесплатную программу с упражнениями, а также онлайн-тренинги с новейшими авторскими методами по увеличению длительности половых актов без стимуляторов и укреплению эрекции вы найдете под этим видео. Обязательно переходите после просмотра. Продолжаем. Поскольку иван-чай природный антидепрессант, он повышает либидо и влечение к противоположному полу. Заготавливать кипрей можно самим, но необходимо знать технологии его ферментирования и сушки. Проще его приобрести в аптеке или специализированных магазинах. При слабой эрекции, повышении либидо и улучшении потенции чай из ферментированного кипрея объемом 1 чайная ложка заварки или пакетик заливают 200 мл кипятка, пьют вместо обычного чая с сухофруктами, медом и орехами 3 раза в день на протяжении месяца. Следующее эффективное средство для потенции – растение, которое повышает тестостерон,
Называется якорцы стелющиеся. Его также заваривают и употребляют в виде водной вытяжки из этого растения. Произрастают якорцы в южных частях Европы и Азии. На территории России встречается в Восточной Сибири, на Алтае, низовьях Волги и Дона. Якорцы стелющиеся применяются для повышения уровня тестостерона, также в спорте для увеличения мышечной массы. Где оно произрастает, его широко используют для усиления сексуального желания, лечения импотенции и бесплодия. Кроме того, активные составляющие этого растения снижают риск появления атеросклероза, повышают общий тонус организма, нормализуют половую функцию и гормональный фон, увеличивают продолжительность эрекции, восстанавливают сперматогенез. Если оно не произрастает в вашем регионе, то его сбор можно найти в аптеке. Заливают 1 столовую ложку сбора 400 мл кипятка и настаивают в течение часа. Принимают по 1/3 стакана 3 раза в день, вне зависимости от приема еды. То есть за один день необходимо выпить полностью 1 стакан настоя. Еще очень полезное растение, которое произрастает на Алтае, в Саянах, Казахстане, но также его можно найти и в наших аптеках, это корень ливзея. Его другое название – моралий корень. Очень богатый состав данного растения, а особенно его корней, в которых концентрируются все полезные вещества, при его употреблении в виде настоя усиливает выносливость, колоссально повышает тестостерон и усиливает потенцию, восстанавливает эрекцию. Замечено, что мужчины, регулярно принимающие тонизирующий напиток из моралиевого корня, оставались сексуально активными до самой глубокой старости. Влияние моралиевого корня на потенцию проходит незаметно и имеет накопительный эффект. В результате повышается продуцирование тестостерона, что благотворно влияет на половую сферу мужчины. Укрепляется иммунитет, регулируется работа эндокринных желез, улучшается система кровообращения, состояние сосудов, снижается риск тромбообразования, улучшаются обменные процессы, нормализуется работа нервной системы. Также его употребляют спортсмены для выносливости и увеличения мышечной массы. Принимают его как обычный чай, закладывают небольшое количество корней в термос и заливают кипятком. Дают настояться около 1 часа. Примерно ту же процедуру, что я показывал вам в начале этого видео. Не забываем ставить лайк под этим видео, делитесь им с друзьями, смотрите другие мои полезные видео на канале, подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами мужская сила. До свидания.